На 16-битной приставке Super Nintendo было много классических игр, но немногие могли по-настоящему напугать игрока. Сегодня мы погружаемся в мрачные, жуткие и атмосферные миры, которые доказывают, ужасы могут быть и в пикселях. Представляю вам топ самых страшных и атмосферных игр для SNES, способных пробудить даже самые глубокие страхи. Готовы испытать настоящий кошмар? Тогда поехали! Зомби съели моих соседей. Зомби съели моих соседей на первый взгляд выглядит как веселая мультяшная аркада, но под яркой оболочкой скрывается настоящий хоррор-коктейль из детских страхов и ночных кошмаров в 90-х. Это тот случай, когда игра пугает не кровью, а своим безумным сюрреалистическим миром, в котором все идет не так, как должно. Вам предстоит бегать по пригородам, кладбищам, темным особнякам и зловещим лабораториям, пытаясь спасти соседей от участи стать обедом для армии чудовищ. Враги — это не просто зомби. Здесь вас преследуют маньяки с бензопилами, ожившие куклы с мерзкими лицами, гигантские младенцы-мутанты, рушащие дома и невидимые призраки, нападающие из ниоткуда. Атмосфера усиливается мрачной музыкой, которая в некоторых уровнях превращается в зловещий хор или тягучий эмбиент. Играть предстоит за подростков Зика и Джули, которые вооружены водяными пистолетами, гранатами в виде газировки и прочим импровизированным оружием. В каждом уровне нужно найти и спасти выживших, пока их не схватят монстры. С каждым новым этапом врагов становится все больше. Они становятся быстрее и опаснее, а лабиринты уровней запутаннее. Несмотря на мультяшную графику, зомби съели моих соседей врезается в память именно ощущением безысходности. Не всех соседей удается спасти. Иногда вы буквально видите, как монстр на ваших глазах убивает очередную жертву. Игра безжалостно наказывает за ошибки. Если пропустить одного человека, он погибает навсегда. А в конце прохождения вы понимаете, что спасли далеко не всех. В итоге это не просто пародия на хоррор-фильмы, а своеобразная детская страшилка, которая одновременно смешит и вызывает тревогу. Именно эта смесь яркого юмора и ужаса сделала ее культовой, а для многих по-настоящему жуткой игрой с детства. Goal Patrol, 1994 год. Goal Patrol — продолжение «Зомби съели моих соседей», которое на бумаге должно было быть таким же веселым ужастиком, но на деле оказалось мрачнее, атмосфернее и куда более давящей игрой. Здесь меньше шуточной пародии и больше ощущения зловещей сказки, которая с каждой минутой все сильнее превращается в кошмар. Сюжет начинается с того, что герои Зик и Джули отправляются на выставку призраков и духов и случайно выпускают на волю орду потусторонних тварей из древней книги. В отличие от первой части, здесь много призраков и демонов с холодными пустыми глазами, а уровни выглядят так, будто их нарисовали под впечатлением от старых гравюр в загробном мире. Враги стали мрачнее. Мертвые самураи, потусторонние монахи с перекошенными лицами, демонические статуи, оживающие прямо у вас на глазах. Музыка перестала быть мультяшно жуткой и приобрела тревожный, гулкий тон, создавая ощущение, что за каждым углом вас ждет что-то жуткое. По механике игра похожа на предшественницу. Нужно бегать по уровням, спасать горожан и уничтожать врагов, используя арсенал импровизированного оружия. От арбалетов и лазерных пушек до магических атак. Но здесь уровни более запутанные, враги агрессивнее, а время на спасение жертв меньше. Появились ловушки, которые могут убить персонажа в считанные секунды, и порталы, затягивающие в бездну. Если «Зомби съели моих соседей» ощущалось как яркая комедия ужасов, то Goal Patrol больше напоминает страшную историю, рассказанную при тусклом свете свечи. Тон игры стал серьезнее. Теперь спасенные горожане выглядят напуганными, а некоторые уровни, например в подземных катакомбах, навевают клаустрофобию. Особенно давит то, что враги появляются внезапно и могут окружить, оставив игрока без шансов. Здесь почти нет места для легкого юмора. Вторая часть как будто лишила нас ощущения, что это все просто игра, и чуть ближе подвинула к настоящему ужасу. Castlevania Dracula X, 1995 год.
Это одна из самых мрачных и безжалостных частей классической серии, в которой все пропитано атмосферой обреченности. Здесь нет легкого приключенческого налета, как в некоторых предыдущих играх. Каждая локация, каждый звук и каждый враг будто напоминают: вы идете на бой с древним злом, и дорога обратно закрыта. Сюжет прост, но подан как трагедия. Рихтер Бельмонт отправляется в замок Дракулы, чтобы спасти похищенную невесту и одолеть вампира. Но здесь нет ощущения, что вы герой в сияющих доспехах. Мир вокруг выглядит выжженным и разрушенным. Горящий город с обломками зданий, пепел, оседающий на землю, и чудовища, вышедшие прямо из кошмаров средневекового крестьянина. Особенно пугают боссы. Это не просто монстры, а искаженные символы силы. Скелет-дракон, безглазые демоны, крылатые чудовища, которые парят в темноте. И, конечно, сам Дракула. Не величественный аристократ, а существо, чье присутствие давит на игрока весь путь, даже если он еще не появился на экране. Дракула X остается верна классике. Линейные уровни, платформинг, битвы с врагами и сбор оружия вроде топоров, крестообразных метательных клинков и святой воды. Но игра сделана так, что каждая ошибка дорого стоит. Прыжки требуют точности, враги сбивают в пропасть, а урона вы получаете больше, чем в ранних частях. Это не просто испытание реакции, это испытание выдержки. Музыкальное оформление заслуживает здесь отдельного упоминания. Тяжелые органные партии, тревожные мелодии и резкие музыкальные акценты создают ощущение, будто вы идете через погребальные залы. Даже победа в Дракула X ощущается не как триумф, а как выживание. Замок кажется живым существом, который пытается вас уничтожить, а пейзажи — декорациями конца света. Атмосфера безысходности особенно сильна в последних уровнях, где темнота буквально съедает экран, а музыка замедляется, как будто вместе с вами выдыхается весь мир. Super Castlevania 4, 1991 год. Super Castlevania 4 — это не просто ремейк оригинальной Castlevania, а готический кошмар, оживший на 16-битном железе. Здесь нет места для шуток или облегченного тона. Каждая сцена, каждый звук и каждый силуэт на горизонте будто нашептывает: ты в сердце земли, где властвует смерть. Вы играете за Саймона Бальмонта, который отправляется в замок Дракулы, чтобы положить конец его правлению. Но дорога до замка — это не менее жуткое путешествие, чем сама битва с вампиром. Уровни здесь буквально дышат зловещей атмосферой. Туманные деревня, заросшие кладбища, подземные катакомбы, залитые водой, и залы замка, где стены будто следят за вами. SNES позволила разработчикам воссоздать детали, которых раньше в серии не было. Свисающие цепи качаются на ветру, капли воды стекают в мрачных подвалах, полы рушатся под ногами, а музыка льется тяжелым органом, заставляя сердце биться быстрее. Это все еще классическая линейная Castlevania, но с важными улучшениями. Теперь Саймон может хлестать кнутом в 8 направлениях, цепляться им за кольца, чтобы раскачиваться, и блокировать атаки врагов. Это делает бой еще более тактическим, но не менее напряженным. Враги здесь не просто мобы. Каждая тварь будто специально создана, чтобы вызывать дискомфорт. Ожившие доспехи, скелеты, стреляющие издалека, чудовищные рыбы, выскакивающие из воды, и жуткие боссы. От многоголовых драконов до чудовищ, вылезающих из самого мрака. Super Castlevania 4 создает ощущение, что вы вторглись в чужой враждебный мир, который реагирует на каждое ваше движение. Музыка варьируется от зловещих органных партий до тревожных мелодий, которые звучат так, будто они записаны на похоронной церемонии. Некоторые уровни давят своей замкнутостью и темнотой. Финальная битва с Дракулой — кульминация этого ужаса. Высокий безжалостный силуэт, молния, разрывающая небо, и осознание, что за вашими плечами километры смертельных ловушек и безжалостных врагов. Франкенштейн Мэри Шелли. Франкенштейн Мэри Шелли — одна из тех игр, которые пытаются передать трагедию и мрак классического романа, но в интерактивной форме.
Здесь нет легкого геройства. Вы играете за самого монстра, оживленного Виктором Франкенштейном. И ваше путешествие – это не спасение мира, а скитание по враждебному и жестокому миру, который вас отверг. Главная жуть здесь не только во врагах, но и в самой атмосфере. Города выглядят как холодные промозглые каменные лабиринты, полные озлобленных жителей. Каждая встреча с человеком – это не шанс на помощь, а потенциальная угроза. Они будут атаковать вас факелами, камнями и оружием, даже не пытаясь понять, что вы живое и мыслящее существо. Враги – это не фэнтезийные монстры, а люди, движимые страхом и ненавистью. Именно это делает игру тревожной. Она заставляет почувствовать себя чужим в мире, где нет места жалости. Музыка мрачная, с тяжелыми и гнетущими мелодиями, а палитра темная и холодная, передающая ощущение поздней осени или зимы. Жанровая игра – это смесь платформера и битэмапа. Вы управляете медлительным, но сильным монстром, который может сражаться кулаками или подбирать оружие вроде факелов и досок. Многие уровни построены вертикально, с лестницами и балконами, что создает ощущение тесноты в замкнутого пространства. Бои здесь не динамичные, а тяжелые, будто каждая драка – это физическое и моральное испытание. К управлению нужно привыкнуть. Герой не прыгает высоко, не бегает быстро, и это создает постоянное чувство уязвимости. Франкенштейн Мэри Шелли – это не просто игра с готическим антуражем, а история об изоляции и страхе. Чем дальше вы продвигаетесь, тем больше осознаете, что ваш враг не один человек, а целый мир. Особенно давит атмосфера безысходности. В конце нет ни торжества, ни настоящей победы, лишь горькое осознание своей судьбы. Super Ghouls and Ghosts, 1991 год. Super Ghouls and Ghosts — это не просто платформер с монстрами. Это настоящая пытка в готическом обрамлении. Здесь нет безопасных мгновений. Игра буквально с первых секунд бросает вас в ледяные воды кошмара, где земля рушится под ногами, враги выскакивают из-под земли, даже воздух будто хочет вас убить. Вы играете за рыцаря Артура, который должен спасти принцессу, похищенную демоном. Но путь к ней — это сплошная вереница ночных кошмаров. Первый уровень встречает вас кладбищем, где мертвецы встают из могил, а вдалеке уже горит город. Стоит сделать пару шагов, и земля начинает дрожать, стены рушатся, а из-под обломков вылезают чудовища. Особенно жутко, что локации здесь не просто фоном, они являются активной угрозой. Волны цунами смывают вас в бездну, ледяные пики пронзают землю, лавовые реки текут прямо под ногами, атмосферу нагнетает музыка, тревожная с мрачными мелодиями, которые будто предупреждают: вы не доживете до конца. Это хардкорный платформер, в котором любое прикосновение врага сбивает с вас броню, оставляя Артура в одних трусах. После следующего удара — смерть. Оружие разнообразное. Копья, кинжалы, факелы, серпы, но у каждого свои плюсы и минусы. И выбрать неправильное значит подписать себе приговор. Уровни — это не просто линейный путь. Земля может уйти из-под ног, экран может начать ползти в сторону, заставляя вас бежать, или внезапно обрушится целый кусок платформы. И, конечно, главный удар в спину от игры — вам нужно пройти ее дважды подряд, чтобы увидеть настоящую концовку. Первый раз вы просто понимаете, что все было иллюзией. Super Ghouls and Ghosts пугает не только врагами, но и самим ощущением безысходности. Здесь нет ощущения, что вы герой, которому все по плечу. Каждый шаг дается с трудом, а смерть поджидает везде. Даже боссы — не просто препятствия, а чудовища из самых неприятных кошмаров. Горящие демоны, колоссальные черви, мерзкие летучие твари. Вместо награды за прохождение — усталость и осознание, что вам предстоит пройти этот ад еще раз. Doom, 1995 год. Doom — это один из самых жутких шутеров, когда-либо перенесенных на 16-битную консоль. Несмотря на технические ограничения, он сохранил главное — гнетущую атмосферу обреченности, металлический запах крови и постоянное чувство, что вы застряли в аду, из которого нет выхода. В
Вы безымянный морпех, который оказывается на марсианской базе, где открылись врата в ад. Но SNES-версия усиливает ощущение клаустрофобии за счет узких коридоров, мрачной цветовой палитры и постоянного ощущения, что каждый угол может скрывать врага. Монстры здесь все те же, знакомые из оригинала. Визуальная зернистость SNES-версии делает их образы еще более неясными, будто вы видите их сквозь дым и кровь. Игра осталась верна духу оригинала. Быстрый шутер от первого лица, где нужно искать ключи, открывать двери и выкашивать орды врагов, пока у вас хватает патронов и здоровья. Но на SNES из-за более медленного фреймрейта каждый бой стал опаснее. Враги реагируют чуть быстрее, чем вы ожидаете, а повороты в узких коридорах превращаются в смертельную рулетку. Музыка в SNES-версии стала менее металлической и более давящей. Гулкие и тревожные темы звучат как фон к заброшенной зараженной базе и вместе с глухими звуками шагов создают эффект полного одиночества. SNES-версия Doom пугает не графикой, а атмосферой. Чувство, что вы один против бесконечной толпы демонов в лабиринтах, которые все глубже ведут вас в ад. Ограниченная видимость и темные текстуры усиливают страх. Вы часто слышите врага, прежде чем увидите его, и каждый выстрел эхом отдается в пустоте. Это не просто шутер, это медленный вязкий спуск в бездну, где каждая победа лишь открывает дверь к новым, еще более жутким битвам. Мусия. Классическая японская история ужасов. 1992 год. Мусия — это не просто платформер, а мрачная легенда, пропитанная духом японского фольклора и древних кошмаров. Здесь нет привычных европейских вампиров или зомби. Вместо них вас ждут йокаи, демоны и духи, чьи образы рождены в старинных легендах, и каждый из них будто бы вылез из старого свитка, написанного кровью. Вы играете за воина Имадзака Кусиро, который отправляется в подземелье, чтобы спасти жрицу от демонических сил. Но этот путь сплошной кошмар. Темные пещеры, зыбкие тропы, гниющие леса и храмы, из которых доносятся шепоты. Враги здесь не просто мобы, а воплощение японских страшилок. Женщины-демоны с вытянутыми шеями, призраки с пустыми глазницами, ожившие зонты с зубастыми ртами, чудовища с изогнутыми рогами и кривыми телами. Их движения неровные, почти судорожные, что усиливает чувство тревоги. Это жесткий платформер с боевой системой, завязанной на копье, которым можно атаковать в разных направлениях. Герой не двигается быстро, а прыжки кажутся тяжелыми и рискованными, что добавляет напряжение. Каждый шаг приходится просчитывать, потому что один неверный прыжок — и вас ждет встреча с бездной или очередной тварью. Магия здесь играет ключевую роль. Заклинания позволяют атаковать врагов на расстоянии, замораживать их или защищаться от толп. Но ресурсы ограничены, и нужно решать, потратить ли заклинание сейчас или сохранить для встречи с боссом. Главная особенность Мусия — ее беспросветная атмосфера. Даже когда вокруг нет врагов, тишина давит сильнее, чем музыка. Палитра уровней — это темный, коричневый, багровый и болотные тона, из-за чего создается чувство, что все пространство пропитано смертью и тлением. Боссы здесь особенно жуткие. Огромная женская голова, летающая на вас с диким криком. Паукообразные твари с лицами людей. Змеи, обвивающие краны. Каждая победа дается с таким трудом, что кажется, будто вы вырвали кусок своей души, чтобы пройти дальше. Мадзю или Король демонов, 1995 год. Мадзю — это один из самых жутких и мрачных слэшеров на 16-битной приставке, где игроку предстоит сразиться с ордами демонов и злобных духов в мире, наполненном кровью, ужасом и древним колдовством. Игра отличается мрачной атмосферой, навевающей страх еще с первых минут. Действие происходит в фэнтезийном мире, где тьма взяла верх. Повсюду руины, горы костей, огненные бездны и зловещие тени. Враги — демоны с горящими глазами, чудовища с раздвоенными лицами, скелеты, ожившие из могил, и существа, напоминающие кошмары из древних легенд.
Их облик и движения настолько жуткие, что порой кажется, что играешь в кошмар, а не в видеоигру. Музыка и звуковое оформление создают ощущение вечного ужаса. Глухие стоны, эхо шагов в пустоте, скрипы цепей и рычание чудовищ. Все это нагнетает напряжение и заставляет игрока держать себя в тонусе. Мадзю — это сайд-скроллинг экшен с элементами битэмап и RPG. Вы управляете героем, вооруженным мечом и магией, который должен пройти серию уровней, наполненных ловушками и врагами. Бои динамичные и напряженные. От точных ударов и блоков зависит выживание. Мадзю — это не просто экшен, это погружение в темный мир ужаса и смерти. Каждый уровень словно излучает злость и отчаяние. Атмосфера давит. Главные боссы — огромные демоны, часто с обезображенными лицами или трупными чертами, а их атаки — это настоящий кошмар. Они не просто бьют, а буквально погружают игрока в панику и страх, заставляя принимать мгновенные решения. Демон Лапласа, 1995 год. Демон Лапласа – одна из самых редких и мрачных RPG на 16-битке. Смесь детективной мистики, психологического ужаса и классического японского хоррора. Это не фэнтези с драконами и магами. Здесь вы оказываетесь лицом к лицу с бездной, которая прячется в старом особняке, полном демонов, призраков и тайных культов. Действие происходит в 1924 году в вымышленном американском городе Ньюкам, где слухи о странных убийствах приводят вашу команду в зловещий особняк. Но этот дом не просто заброшенное здание, он как живой организм, который изнутри прогнил, и каждая его комната скрывает что-то, что лучше бы не видеть. Атмосфера в демона Лапласа пугает не количеством монстров, а сочетанием тишины, мрачных цветов и неожиданных встреч. Обычные коридоры вдруг обрываются в пустоту. За дверями слышатся шаги, а в зеркале можно увидеть кого-то позади героя, даже если в комнате никого нет. Это пошаговый RPG с элементами survival horror. Вы исследуете особняк, находите улики, собираете предметы, сражаетесь с демонами и призраками, а также взаимодействуете с жителями города, пытаясь раскрыть суть происходящего. Персонажей можно выбрать из разных классов: детектив, журналист, ученый, мистик, и каждый дает уникальные способности. Но главное, здесь нет ощущения, что вы герои. Враги часто сильнее, а боев лучше избегать, чтобы сохранить здоровье и ресурсы. В демоны Лапласа нет ощущения безопасности даже в чистых зонах. Особенно пугает, что смерть персонажа здесь окончательна. Потеряв одного члена команды, вы чувствуете, как шансы выжить становятся все меньше, а сам особняк будто радуется этому. Demon's Crest, 1994 год. Demon's Crest — это мрачный и атмосферный экшен-платформер с элементами RPG, в котором вы берете на себя роль демона Ворда, владельца мистического камня Крест. Игра погружает в темный готический мир, где каждое пространство дышит зловещей магией и древним проклятием. В отличие от многих других платформеров, Demon's Crest строит свой ужас на готической эстетике. Заброшенные замки, склепы, пылающие руины и мрачные леса. Враги — это призрачные души, скелеты, демонические звери и могущественные маги, которые выглядят словно воплощение ночных кошмаров. Анимация врагов и окружающей среды добавляет ощущение живой угрозы. Например, скелеты могут встать из могил, тени двигаются сами по себе, а фоновые элементы словно шепчут древние заклинания. Demon's Crest — это сложный платформер с нелинейным исследованием. Вы можете превращаться в различные формы демона, каждая из которых дает уникальные способности. Летать, дышать огнем, становиться неуязвимым к определенным атакам. Это добавляет глубину и стратегию. Бои требуют точности и продуманности. Многие враги наносят мощные удары, а боссы — это настоящие испытания, требующие изучения их поведения и использования способностей на максимум. Игра буквально пропитана атмосферой обреченности и борьбы с внутренними демонами. История Ворда трагична и полна горечи, а мир вокруг разрушен и заброшен.
Музыка в Demon Crest подчеркивает эту мрачность. Меланхоличные мелодии сменяются динамичным, но все равно гнетущими треками, что заставляет чувствовать, что герой не просто сражается с врагами, а пытается искупить свою судьбу. Каждый уровень — это погружение в новую часть этого проклятого мира, где все вокруг — руины и тьма. Носферату, 1994 год. Носферату — это одна из самых мрачных и недооцененных игр на 16-битке. Атмосферы ближе к хоррор-фильмам 20-30-х годов, чем к привычным платформерам. Здесь нет яркой палитры, шуток или легкого экшена. Только холодный камень замка, эхо шагов и ощущение, что каждая минута приближает вас к встрече с чудовищем. Вы играете за парня по имени Кайл, который отправился в логово вампира, чтобы спасти похищенную возлюбленную. Но это не героический поход, а медленный, тяжелый путь сквозь мрачные залы, серые подземелья и узкие коридоры. Замок здесь не просто декорация, а живое враждебное место. Двери скрипят, стены уходят в темноту, а в глубине постоянно что-то шевелится. Враги — это не только вампиры, но и ожившие скелеты, чудовищные мутанты, оборотни и существа, чьи силуэты едва угадываются в полумраке. Их анимации резкие, почти судорожные, что делает каждую встречу напряженной. Герой не машет оружием без конца. Каждый удар нужно наносить вовремя, каждое уклонение точно просчитать. Бои тяжелые, враги сбивают с ног, зажимают в углу, а ловушки, шипы, падающие стены, проваливающиеся полы требуют реакции и памяти. Главное, что дает Носферату, это тишина и пустота замка. Музыка появляется редко, а большую часть времени вы слышите только звуки шагов, удары кулаков и скрежет механизмов. Это создает эффект, будто вы действительно одни в огромном и опасном месте. Сам Носферату появляется нечасто, но каждый раз это кульминация ужаса. Огромный силуэт, длинные когти, медленные уверенные движения. Вы понимаете, что убежать нельзя. Нужно сражаться, даже если шансов почти нет. Clock Tower, 1995 год. Clock Tower — это один из первых и самых атмосферных survival-хоррор на 16-битной консоли, который погружает игрока в атмосферу ужаса, напряжения и безысходности. Эта игра — классика психологического хоррора, где главное не оружие, а умение прятаться и убегать от неуловимого преследователя. Вы управляете Дженни, молодой девушкой, оказавшейся в огромном мрачном особняке, где ее преследует безжалостный маньяк. Его силуэт с огромными ножницами, пронзающими тьму, стал иконой жанра. Игра пугает не кровавыми сценами, а постоянным ощущением, что маньяк вот-вот появится из-за угла, что в любой момент вас могут схватить и никакое оружие не поможет, только бегство и скрытность. Замок — настоящий лабиринт с темными коридорами, скрипучими полами, тусклым светом и зловещими тенями. Здесь каждая дверь, каждый звук могут стать началом кошмара. Clock Tower — это приключенческий survival-хоррор с упором на исследование и уклонение от врага. Вместо оружия у вас ловкость, хитрость и способность прятаться за мебелью, шкафами и в углах. Игроку приходится решать головоломки, искать ключи и предметы, необходимые для продвижения, но все время оглядываться назад и избегать смертельных встреч со сканером. Множество концовок зависит от ваших действий, что добавляет напряжение. Каждое решение может стать роковым. Главный ужас Clock Tower в психологическом давлении и ощущении беззащитности. Здесь нет возможности бороться, только убегать, прятаться и надеяться, что повезет. Постоянный гул тревожной музыки, скрипы и звуки шагов создают эффект настоящей паники. Этот темный особняк словно живой организм, который следит за каждым вашим движением. А маньяк — воплощение неизбежной смерти, преследующий вас по пятам.
что ж, SNES подарила нам множество игр, способных напугать даже современных игроков. От классических хорроров до приключенческих игр с элементами ужаса. Каждая из этих игр создала свою уникальную атмосферу страха. В следующем выпуске разберем жуткие игры еще для какой-нибудь ретро-приставки. А какой? Пишите в комментариях.